Дыхание по методу Вима Хофа– это техника, включающая 3 этапа. 30-40 глубоких вдохов с последующим спокойным выдохом, задержка дыхания после выдоха, а затем полный вдох с кратковременной задержкой на 15 секунд. Технику выполняют в безопасной позе, сидя или лежа. Она направлена на повышение уровня энергии, снижение стресса и укрепление иммунитета. Этапы дыхательной техники. Первый. Глубокое дыхание. Сделайте 30-40 мощных вдохов и выдохов. Вдыхайте от живота к груди, выдыхайте спокойно и комфортно, не напрягая легкие. Второй. Задержка дыхания. После 30-40 циклов выдохните и задержите дыхание так долго, как можете без напряжения, обычно 1-2 минуты. В этот момент может появиться легкое головокружение или покалывание, что является нормальной реакцией. Восстановление. В момент, когда вы чувствуете, что нужно вдохнуть, сделайте полный глубокий вдох и задержите его на 15 секунд. Затем спокойно выдохните и вернитесь к нормальному дыханию. Важные рекомендации. Безопасность. Начинайте практику в безопасной позе, сидя или лежа, чтобы избежать травм, если почувствуете головокружение. Не практикуйте в воде или других опасных ситуациях. Регулярность. Для достижения эффекта важнее регулярная, но мягкая практика, чем разовые экстремальные сеансы. Состояние. Практикуйте в спокойной обстановке, когда вас никто не отвлекает. Идеальное время– утром на пустой желудок. Опыт использования метода Вима Хофа. Начнем с распространенных наблюдений людей, практикующих данную дыхательную практику. Они заметили следующие результаты. Повышение бодрости и энергичности. За счет регулярного воздействия холода и контролируемого дыхания стимулируется нервная система, происходит выброс адреналина и эндорфинов. Это, в свою очередь, дает прилив жизненных сил и энергии. Многие отмечали, что утренний холодный душ пробуждает утром куда лучше, чем чашка кофе. Устойчивость к стрессу. Холодовые практики и глубокое дыхание по методу Вима Хофа учат организм адаптироваться к экстремальным условиям. Это переносится и на повседневную жизнь. Удается сохранять спокойствие и уравновешенность, в том числе в стрессовых ситуациях. А реакции в целом менее импульсивные. Улучшение настроения. Выброс эндорфинов во время холодовых процедур и чувство контроля над собственным телом способствует существенному улучшению психоэмоционального состояния, снижению тревожности и повышению настроения в целом. Укрепление иммунитета. Дыхательная практика Вима Хофа по многочисленным отзывам и даже некоторым исследованиям способствует укреплению защитных систем организма. Удается эффективно противостоять простудным заболеваниям. А вот еще и опыт клиента Sport Life. Я был достаточно скептически настроен к разнообразным модным оздоровительным практикам, но друг постоянно рассказывал о дыхании по Виму Хофу. Решил и я попробовать. Начал с простого, короткого холодного душа по утрам и нескольких минут дыхательных упражнений. Скажу честно, я ничего особенного не ждал, но каким же было мое удивление, когда через пару недель заметил изменения, и это, оказывается, были только первые результаты. Дальше больше. По утрам я ощущал настоящий прилив энергии, причем кофе вообще забыл, когда последний раз пил. Второй момент – я в целом стал крепче спать. Сон стал глубоким, и я действительно отдыхал ночью, восстанавливался. Это вполне логично сказывалось на энергии в течение дня. Теперь методика Хофа – моя ежедневная рутина, и благодаря ей я чувствую себя лучше. Гимнастика Вима Хофа дает ряд важных эффектов и полезных изменений в организме. Это поддержка иммунитета. Рассматриваемая практика способна укрепить иммунитет. Это достигается в том числе за счет контролируемого воздействия стресса в виде холода и активации нервной системы. Таким образом, моделируются воспалительные процессы и тем самым повышается устойчивость организма к ним. Улучшение сна и восстановление. Многие, кто практикует дыхательные упражнения Вима Хофа, отмечают глубокое улучшение качества сна. Это связано с расслаблением парасимпатической нервной системы после стрессового воздействия холода и балансирования нервной системы в целом. Лучший сон, в свою очередь, ускоряет процессы восстановления организма на клеточном уровне. Повышение стрессоустойчивости. Организм регулярно погружается в контролируемые дискомфортные условия, а именно холод. На фоне сознательной работы с дыханием развивается способность организма спокойнее реагировать на другие внешние стрессоры. В результате человек учится управлять физиологической реакцией на стресс, поэтому становится более устойчивым к повседневным вызовам. Рекомендации по безопасному использованию практики Вима Хофа.
К любой практике важен ответственный подход, тогда освоение техники будет безопасным и эффективным. Необходимо придерживаться принципов постепенности и чутко прислушиваться к собственному телу. Вот важные моменты. Дыхание. Практикуйте его в спокойном состоянии. Начинать нужно именно в максимально безопасной позе, то есть лежа или сидя, в том месте, где нет риска упасть, если вдруг почувствуете головокружение. Вокруг вас должна быть тишина и спокойствие, чтобы никто не отвлекал. Сосредоточьтесь на дыхании и ощущениях в теле. Не практикуйте дыхание по этой методике в воде или других ситуациях, где потеря сознания может быть опасной. Холод. Начинайте с прохладной воды, не переохлаждайтесь. Ни в коем случае не пытайтесь сразу нырять в ледяную воду, прохлада должна ощущаться комфортно, для этого необходима постепенность. Достаточно даже на старте 30-60 секунд под струей холодной воды. Важно не переохлаждаться, это вы можете оценить по бодрящим ощущениям, и не доводите до сильного дискомфорта или дрожи. Заканчивайте сразу, как почувствуете, что вам достаточно. Важна регулярность, а не экстремальность. Ключом к успеху в методике Вима Хофа есть последовательность, а не разовая экстремальная попытка. Ежедневный прием короткого холодного душа и нескольких минут дыхательной практики принесут больше пользы, чем однократное погружение в прорубь без подготовки. Дайте своему телу время на адаптацию. Существуют четкие противопоказания к использованию рассматриваемой техники. Это беременность, сердечно-сосудистые заболевания, эпилепсия, синдром Рейно, холодовая крапивница. Если у вас есть другие хронические патологии, перед тем, как начать практиковать гимнастику Вима Хофа, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Инновационная гимнастика, о которой мы говорили сегодня, это мощный инструмент для укрепления здоровья, ускорения восстановления и улучшения иммунитета. Не бойтесь пробовать, но придерживайтесь постепенности и регулярности.